Всем привет, друзья-боксерчики! И мы продолжаем тему спаренных мешков. Сегодня мы покажем интересное вплетение в систему ударов, которые идут на подъеме, на опускании стопы, на вращении стопы. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Итак, первое, с чего мы начнем, это с демонстрации самой системы. То есть система вот этих вот мешков спаренных соединена между собой цепью. То есть при движении одного мешка второй начинает увлекаться. То есть они начинают как играть и меняют направление. Один мешок сдерживает другой мешок. Мешки эти плотные, достаточно плотные, чтобы как бы продемонстрировать. Обычно так делать нельзя, но с этими мешками делать это можно. Система очень интересна тем, что постоянно вот в этом хаотичном движении, что один приближается, один удаляется, моделируется система боя, чтобы вот привыкли уже вот по первому уровню с одним мешком работать. Уже как бы все движения мешка предсказуемы. И интересы, как бы все останавливается. Здесь, на этой системе, что хорошо, что привыкаешь и заново привыкаешь, и заново привыкаешь. То есть процессы обновления. И очень хорошие и знакомые как бы вещи, они здесь до конца шлифуются, уже доводятся до пика. Потому что есть такое правило, это не тренерское требование, это такое правило. То есть сначала ты учишься стоять, надежно, крепко стоять, четко понимая, что такое баланс твоего тела. Второе, чему ты учишься, это бить. Когда ты стоишь, ты бьешь, потому что первый упор, это как бы со стойки идет. После того, как ты научишься бить, ты учишься двигаться. То есть это самая быстрая система, которую в Советском Союзе преподавали, это еще с 60-х годов. То есть это такая известная истина, что впереди коня ты все равно не побежишь. Поэтому пока ты не поймешь, как устойчиво ты свое положение занимаешь, переносишь вес тела или пока без переноса веса тела, и после этого уже рука окрепшая задает тебе направление, под которое уже ты подчиняешь всю остальную цепочку. И вот когда у тебя уже рука будет слушаться ногу, и нога будет действовать точно в той геометрии, куда надо руке, вот этот вот союз, баланс, вот тогда начинается уже передвижение шагом. Уже скачки применяются и так далее, и так далее. Как вплетается в систему ударов защита? То есть это не для новичков, это материал по второму уровню. Это то, когда уже есть определенная мышечная память, когда это уже наработана четкость удара, четкость защитных действий. И вот этот вот союз уже вплетается с назначением силы, чтобы элемент защиты, безусловно, увеличивал потенциал удара, мощь удара. То есть некоторые его такие союзы, чтобы ты уже понимал, где ты можешь взять энергию для быстрого удара, для сильного удара. Поэтому смотрите, наблюдайте. Повторить это, безусловно, будет сложно, потому что мы сегодня хотим просто показать. То есть это не момент прокачки. Момент прокачки – это когда ты уже хорошо знаешь материал, когда ты уже познакомишься с самой системой, когда хорошо будешь понимать, как она работает. Поэтому наблюдайте, смотрите. Итак, Дима, вот в прошлый раз мы делали пояснение по наработке уже силы, определенных сил удара, то есть точек напряжения. У тебя первая твоя точка напряжения при подъеме стопы. То есть энергия идет снизу вверх. Момент вот этого вот напряжения.
Вторая точка у тебя напряжения, когда ты массу тела можешь в обратную сторону кинуть на пятку, сделать резкое, сильное движение вниз и ударить на опускание стопы. Далее идет вращение, то есть ты начинаешь просто вращать по оси. Можно с переносом веса тела, можно без переноса веса тела. Причем момент вращения и в первом, и во втором случае усиливает удар. То есть если я хочу еще сильнее ударить на подъеме стопы, то я начинаю подворачивать и подкручивать все тело одновременно. С движением толчка я начинаю тут же делать подкрутку вот эту вот корпуса. И получается сильнее. Также могу и на опускании делать сразу подкрутку телом, разворачиваясь даже где-то чуть-чуть, там буквально 10 градусов на стопе, чтобы уже ударить снизу. Вращение – это в основном как бы такая, ну она всеприменяющая. То есть ее можно, вот удар от вращения можно любым, вот прямым ударом ударить, боковым, можно от вращения ударить и ударом снизу, то есть все виды ударов. Единственный момент вот на этом мешке, удар снизу бьется только вниз. То есть верхнюю часть опасно бить, потому что здесь нету, как у головы, вот этого подбородка. Поэтому ты просто будешь скользить, и если сильно бьешь, скорее всего, травмируешься. Итак, система подъема, опускания и вращения. Вот на этой же системе подъема, опускания и вращения мы вплетаем такое известное защитное действие, как уклон. То есть уклон, ну, есть там много вариантов, мы рассмотрим самые популярные. Первая часть – это маятник, когда ты вкапываешь и четко стоишь в упоре в ноги. То есть ты не работаешь здесь поворотной частью, не работаешь здесь никакими силами, у тебя просто как, ну, ты залитый в бетон. То есть твоя задача выдавить силу для удара наклоном тела. То есть сильными мышцами спины, плеча и руки. Почему уже и система это для, ну, прокачанных парней. То есть ты здесь вбиваешь. Причем вбивать можно как прямые удары, так и боковые, так и удары снизу, под разными углами, используя вот этот вот момент наклона. Когда вот эту вот фишку ты уже свяжешь настолько близко, что будешь делать не задумываясь, начинаешь постепенно наращивать силу уже самого вот этого акцентирующего удара, хлесткого удара. Когда, используя только наклон тела, ты уже выстреливаешь движением. Выстреливаешь так сильно и быстро, что мешки приходят в движение. И вот эти движения, когда они хаотично с двух сторон, у тебя и начинает работать мозг, где какое расстояние и как правильно сжать, понимаешь, все силы соблюсти. И когда ты начинаешь работать через защиту, через вот маятник, то есть это первая форма для работы мозга, закрепления, то есть это первая фаза. После чего ты начинаешь уже оживлять ноги. И уже под маятник ты начинаешь делать классический уклон с переносом веса тела и с отклонением, ну там с небольшим, обязательно включая плечо. Чтобы начать правильно, ноги втыкаешь, первую часть закрепляешь, начинаешь бить сильно, и здесь уже начинаешь смещать вес тела, массу тела, на бьющую ногу, подкручивая на системе подъема. То есть понимаешь, как оно совпадает? То есть первую систему на подъеме ты уже делаешь в уклоне уже в 100%. Любой удар можешь починить, любая дистанция тебе здесь подвластна. Но начинать лучше всего со средней и ближней дистанции, потому что, ну, здесь очевидность колебаний. Чем дальше ты от мешка, тем больше у тебя работают ноги. Еще раз говорю, твои ноги начнут работать тогда, когда руки будут понимать, куда надо бить.
Здесь ты не стоишь перед мешком. Здесь ты стоишь немножко, как бы, чтобы у тебя два мешка в поле твоего зрения, ну, попадали. И начинаешь работать. Классический уклон. В бою он будет у тебя срабатывать, вот знаешь, как говорят, вот смотри. То есть если боевая ситуация, и ты готов, то есть соперника читаешь, замечаешь, начинаешь с левой руки, делаешь движение, и я реагирую, делай движение, и я реагирую уклоном. Это значит то, что я могу и также и рукой отреагировать сразу. То есть я уже начинаю ждать твоего движения 100%, зная, как правильно мне вложить вот эту часть удара, в удар уже. То есть защищаясь, я наношу удар мгновенно. То есть это мгновенный такой переход, то есть когда твоя защита превращается от контратаки в тотальное наступление. То есть это прорывной удар из защитного действия. Поэтому вот эти вот вещи, которые ты первый начинаешь делать, они помогают тебе сосредоточиться и выйти на эту линию удара. Поэтому боксеры иногда играют телом, чтобы, если что, сразу отработать удары. Когда у тебя включаются уже ноги, это ты уже четко понимаешь перенос веса тела. Вот ты вес тела перегнал, сейчас я вес тела начну перегонять, вот смотри, как я ногой отыграю. И если будет качание мешка, где-то я стараюсь уже выровняться стопой, не делаю шаг, а выравниваюсь на месте. С этого начинается твой шаг. Раз, видишь, опять ногой я подобрал движение и направление, все с одной стороны. Начинаю разгонять, масса тела пошла, я ногу подставил, удлинил движение. То есть я пошел всего на 5 сантиметров вперед, это уже шаг. Ну, начальный шаг. Дальше больше. Чем больше я набираю энергии, тем больше я могу отлететь на ногу. Понимаешь? И разогнав, толкнувшись, я дальше могу выстрелить ударом. Поэтому вот эта вот система рук и первая система стоять ведет тебя уже к глобальным передвижениям. Когда ты начинаешь уже с точки зрения работы одного мешка перескакивать по направлениям и всю систему оживляя только акцентированными ударами. То есть никаких вот таких там нету. У тебя все удары сильные. Все. Почему? Потому что ты бьешь от подъема, от опускания, от вращения, от вращения. И еще один момент. От вплетания защиты. Уклон, нырок. Нырок покажем мы в следующий раз, как вплетается. Ну, по похожим тоже системам. Давай начнем потихонечку. Вот, смотри, молодец. Вот бедра оставляй и потихонечку ручки выдвигай. Вот это твой уклон и одновременно удар. Только руки сразу в защите держи, чтобы они у тебя неразрывно с телом работали. Чтобы один союз был. Чтобы ты бил 100% из защиты. 100%. Если как-то откроешься или как-то раскроешься, это тут же перехватит. Тем более еще момент. Вот теперь попробуй акцентированно ударить хотя бы один мешок. Сильно. Стоп. Стоп. Вот смотри. Как бы само движение ты уже понял. То есть делаешь правильно. Уже даже наваливаешься. И где-то тело уже даже разворачиваешь. Но проблема с самой рукой. То есть, что такое акцентирующий удар, понимаешь? Что такое хлесткий удар, понимаешь? Это мощное движение, которое ты очень сильно выстреливаешь, вовремя останавливаешь. Акцент может быть и здесь, и здесь, и здесь акцент может быть, и на прямой руке. Конечно, лучше всего, когда ты акцент достигаешь на выпрямленной руке. То есть, делаешь такое резкое, мощное, слаженное всеми вот мышцами движение, что у тебя оно останавливается. И вот этот момент остановки, если у тебя попадает соприкосновение, получается невероятно сильный импульс. Это и называется акцент. То есть хлесткое движение – это быстрое движение такое, где-то даже от расслабления ты берешь хлесткость.
Это очень серьезный нервно-мышечный импульс. И мышцы должны работать очень-очень точно, связано от плеча до руки. Потом ты эту связь уже с бедром связываешь. Вот есть замечательный один ходильничек, тренажер вот такой, который как раз тебе поможет разработать акцентирующий удар. Этот тренажер называется Эвник. Он достаточно прост по своей конструкции, но интересен по тем эффектам, которые он оказывает. То есть зажимаем его в руке таким образом, чтобы был хват. Можно вот так от руки, можно вот так от руки. Самый главный эффект – это движущаяся вот эта вот платформа. Сопротивление, которое создает тренажер, преодолевается за счет ударного импульса. Чем мощнее ударный импульс, тем больше прогибается вот эта вот ударная часть. Вот работает примерно так. Вот потихоньку видно, как лопасть работает. И с каждым разом по нарастающей, заставляя вот эту вот лопасть как раз и работать. То есть в момент напряжения ты глубже уже понимаешь. То есть уже можешь делать какие-то вещи с точки зрения вот усиления мышцы интуитивно. Что дает вот эта вот система? Первое и единственное, что дает этот тренажер, это отработка хлестких, акцентированных ударов. Потому что вот эту вот лопасть можно отклонить только за счет хлесткого, быстрого, сильного движения. Иначе, никак. По-другому тренажер не работает. Дело в том, что когда просто одной рукой вот ты машешь, вот этого вот эффекта не достичь. Или достичь, но очень сложно, надо использовать очень много механизмов. При помощи этой штуки достигается все гораздо быстрее, развитие идет просто в разы быстрее. На нем отрабатывать можно любые удары, то есть прямые, боковые, снизу, все виды ударов на нем прокачиваются. Причем можно работать даже бой с тенью с ним. Не то, что можно, это рекомендуется. Потому что приобретает уже сам рисунок, более острый становится. Потому что ты понимаешь, что ты работаешь. Не просто прыгаешь и машешь руками, а уже сжимаешь, разжимаешь. То есть у тебя две фазы напряжения в руке проскакивает. Микроимпульс взрыва, микроимпульс расслабления и тут же опять напряжение. Очень хорошо на повторных ударах она идет, работает. То есть можно сдваивать удар, можно настраивать удар. То есть ты уже понимаешь вот этот механизм, где у тебя рука полностью вышла, где вот она не зашла до конца, и все равно ты можешь выдавить силу. Все равно. То есть отсюда и отсюда. То есть вот эти вот моменты. То есть здесь начинает развиваться мышца не просто как инертная масса, а как ударная часть, потому что идет взаимодействие с напряжением других сильных мышц. И все стабилизирующие мышцы, которые участвуют в движении, начинают одновременно формироваться. То есть идет одно развитие. Поэтому вот эта вот мышечная составляющая начинает превращаться в ударную часть. Также очень хорошо работает плечо. Здесь дело в том, что когда вот вы бьете прямой удар, то есть из-за вот этого тренажера плечо удлиняется, потому что вы хотите как можно дальше плечо выстрелить. То есть, во-первых, идет удлинение удара, во-вторых, вот этот вот сам ход, он очень сильный с точки зрения импульса, когда у вас в ударе участвует плечо. Это полный джентльменский набор. При отработке боковых ударов и ударов снизу плечо начинает пружинить. То есть вот этот вот эффект пружины достигается. То есть если использовать просто гантелью, то здесь есть хождение самого сустава, которое может не очень хорошо сказаться.
Здесь у вас все работает в мышцах. То есть все вот эти вот моменты работают в плече, поэтому плечо, оно уже начинает подчиняться вот этой остановке и буквально как вбивать в цель кулак начинает. Здесь есть еще такие звуковые каналы, то есть она еще и на слух работает. То есть очень хороший такой продуманный ходильник. Поэтому вот подобная система очень хорошо закаливает. Еще раз говорю, то есть мы сегодня показали только на одном уклоне. Похожие элементы вот постановки, говорю, вот при боковом, ну, вот, от боковых линий или, скажем так, от сторон, когда ты делаешь это через нырок с выходом на боковой, на прямой, снизу, то есть вот эти вот универсальные защиты, как уклон, нырок, который ты делаешь телом, они, безусловно, и очень хорошо влияют на качество самого удара. Поэтому вживлять обязательно надо. Иначе у тебя во время боя будет раздваиваться. Ты будешь либо одно делать, либо второе. Либо бить будешь, либо уходить от ударов. А так у тебя в бою уже связка будет. Сделал нырок, сразу сделай удар. Или во время нырка делаешь удар. Или во время уклона ты делаешь уже удар. То есть если ты видишь угрозу, у тебя одновременно срабатывает. Если защищаешься ты, значит ты и атакуешь. Сразу это делаешь. И делаешь это всегда сильно. То есть в твоей системе сильных ударов вот должна быть определенная закалка, цепочка должна быть. Одно движение заканчивается, есть следующее движение на базе закончившегося. То есть здесь я закончил, есть начало следующего движения. И учитываешь вот этот вот, подъем, вращение, опускание, то есть все вот эти вот вещи, которые тебе необходимы для победы. Поэтому старайся, прокачиваешься и ничего не бойся.